0,5 максимум игроков в Вест Хэм должно быть в твоей команде. Ну даже старый Емельяненко не падал таких, блядь, тычков! Блядь, даже старый Емельяненко. Главное, что нет ни одной анальной затычки из Арсенала у тебя. 1-0 to как-нибудь! Как мы от Вест Хэма к Кадырову перешли. Это мы точно вырежем. Это что, любимый запрос на Порнхабе? Мои истории браузера пропалили. Их обеих трахнет Маркнул сегодня ночью. Come on, Jonas! Друзья, всех с первой победой в новом чемпионате! Мы одолели Уотфорд, и это было прекрасно. Да так, что вдохновился на создание данного ролика. Уже через 2 дня команда сыграет свой матч в Уэльсе против Ньюпорт Каунти. Именно поэтому на фоне Роберт Мэник Стрит Причерс. Последняя наша встреча против изгнанников датирована 1979 годом, когда Вест Хэм сенсационно уступил клубу из 4-го дивизиона в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Одной из первых книг про Вест Хэм, которые я прочел, была «My Life in Football» от Тревора Брукинга. Отмечу, что данная автобиография одна из лучших в этом жанре, поверьте на слово. Сэр Тревор Брукинг является участником и свидетелем тех событий. Одна из глав наполовину посвящена тому провальному матчу. Слово автору. Некоторые наши кубковые провалы мне повезло пропустить из-за травм, но это не относится к игре в Ньюпорте. Я один из участников того позора. Валийцы в те времена представляли 4-й дивизион, а в розыгрыше Кубка Лиги уступили Суонси со счетом 0-5. Представьте себе, какой довольно возвращалась публика после нашего матча. Уже на 14-й минуте хозяева вышли вперед, но нам удался быстрый отыгрыш. Тот момент, который должен был стать переломным в матче, оказался переломным для нас. Просто кошмарную игру провел Мервин Дэй, голкипер молотобойцев. Валийцы забили второй гол именно после ошибки Дэя. В Лондон мы возвращались, поджав хвосты, пресса разнесла нас в хлам. Для Мервина Дэя дни в клубе были сочтены. Фанаты молотобойцев морально задавили игрока, который, по прогнозам Рона Гринвуда, должен был провести в клубе минимум 10 лет. Тренер Джон Лайл искал замену Дэю. Отыграв еще 2 игры, Мервин покинул клуб. А на место Мервина пришел Фил Паркс, голкипер Квинс Парк Рейнджерс, обошелся в рекордные 565 тысяч фунтов. А с ним команда уже через год выиграет в финале Кубка Англии 1980 года. Ребят, мы проебем. Выиграем. Хет-трик Аете. I'm from the block where bubbles. Pretty bubbles said there. They fly short. They rush the sky. And like my dreams, they feel and die. United! United! Let's get fucking mental! Let's go, hat-trick Аете! Не знаю, ребят, кто из вас там смотрит, но извините, короче, YouTube Ладно, никто не смотрит. делает такие вещи, ну, это очень хорошо, я и работаю для тех, кто не смотрит, я работаю для незрячих. Ошибки мы исправим к Норвичу в субботе. Господа, ну, К Норриджу. Норвич, да, как сказал бы, получается, Елагин, да. Итальянцы называют подобное корретто, то есть исправление напитка. А что, напитки без алкоголя нужно исправлять? Суть в том, что YouTube блокирует такие вещи, видимо, те люди, которые очень любили себя в чат-рулетке, на которых мы часто все попадали, они, видимо, Я не попадал. с незнакомых, ну ты им и был, видимо, да? Они, видимо, попадали с незнакомых номеров, там, с незарегистрированных, они, видимо, делали какие-то аккаунты и с ноутбука, не с ноутбука, точнее, с любого переносного устройства они выходили в онлайн и делали свои грязные вещи. Суть в том, что мы впервые столкнулись сегодня с тем, что у нас 45 подписчиков, прекрасно, чуть больше, чем пальцев у фрикировщика, это мы уже рады.
И суть в том, что, господа, мы не просим вас добить до штуки, мы, наверное, как-то это, там, я не знаю, как это сделаем. я не Вот знаю. мы накрутим. Да, мы там, короче, мы съездим в Китай, да, что правильно сказал. И суть в том, что, господа, извините за то, что вот так все сорвалось с трансляции, но видите, насколько мы старались, правда. Я приехал, моя будущая жена меня убьет. Нынешняя жена уже убила Олега Гучева, и он даже не приехал. Но, соответственно, суть в том, что к Норовичу мы все поправим, будем вести из другой квартиры, там, где у нас все лучше. С будущей женой. Да, не факт, что она будет, а если она и будет, то... Дошел мою ахиллесову пяту! Смотрим матч и тоже, если честно, немного... Ой. От этого да. дуршлага в обороне. Это я даже не знаю состав. Я знаю, что есть Форнальс. Что с Антонио, ребят, пишите в комментах там, что с Антонио, потому что я пока переносил, чуть не спотыкнулся об свет. Я не понял, что там с Антохой, что с Радимом нашим, что с нашим белокурым загорельцем-то, солнышко. Только начал играть, только... Ну, как тоже не заходя вперед, но это же реально была замена, которая решила весь матч с Уотфордом. Он же просто Это красавец. абсолютно правда. Он просто красавец. Чувак вышел, заработал штрафной, с которого забили, заработал угловой, с которого забили. И он еще головой замыкал же. С этого же углового Олега. он ударил во вратаря и фактически ассист заработал, как бы, и Да, Олег чуть ли не забил Скорпиона. Я говорю, это же Ибрагимович 2-0. Так же извернуться, это же надо. Это вообще. Надо на йогу, как Нет, Эрл ходить. учитывая, что ты телосложение Крауча. Да, ты практически Крауч, но Но гибкий, как Энди Кэрролл. Вот. гибкий, конечно, понимаешь, это штучки были на карандаши у нас в школе, да, вот такие. Да. Вот что угодно с ними делать, это он красава. Я не могу вот просто так отпустить Олега, это мозг. Я не могу просто так в момент матча, этот человек должен говорить и говорить. Да какой мозг? Вот человек, который выигрывает всех фэнтези каждый год, а я первый год Да только ладно, ну что подсоединился, я только учусь. Влад знает кучу секретов фэнтези, но ни с кем не делится. Там нет секретов. Ну, как нет секретов? Главный секрет жизни, типа, Когда ты используешь не забывай дышать. чип, Главное, великий фрикик. Наш единственный победитель Оказался опыт победителя Кубка Английской лиги в Они его 2016 году. подстраховали, да. Олег, скажи нашим друзьям. Я тоже ходил здесь и не увидел. Я вот проползал мимо телевизора, и Олег сказал, что они протитровали Джека Уилшера как победителя там КВН 2005, там как-то, блядь, Новороссийск, не как они его протитровали, там что из разряда... Новороссийская лига КВН, ты правильно сказал, да? Ну ладно. Слушай, ну сам Ньюпорт. У меня такое ощущение, что если придет мой сосед и скажет, что я не прав, то он болеет за Ньюпорт. Мне кажется, что он придет, и только в момент, когда мы с ним начнем общаться, он только тогда начнет осознавать, что он как... Я за Ньюпорт. Влад, на самом деле Ньюпорт очень крутая команда и очень хорошая, как минимум по двум вещам. Пару лет назад они вынесли Тоттенхэм из Кубка. Нет, подожди, они, по-моему, вынесли Лестер. Нет, это в прошлом году Лестер и Миддлсбро они вынесли. А до этого они вынесли Тоттенхэм, кажется, 2 года назад. И вторая вещь, Ньюпорт, это же место, где родился наш рыжий Пеле. Джинджер? Да, Джинджер, это практически наше родное место. Я, кстати, не знал, вот для меня такое же удивление. Да, он даже сегодня в Инстаграме писал, что типа у меня дома матч классный проходит. Вот. Поэтому мы должны не любить эту команду, это Ньюпорт. Так что сосед пусть за Жидов болеет. Любить мы, скажем так, и не должны, но... Ну, хотя бы... Ебать опять! Да. Стадион прекрасный. Вот я вот там, кстати, играл с удовольствием. Как близко все, вот прям... Слишком Когда здесь играл Ман-Сити в прошлом, полгода назад. Как ты говоришь, вот, допустим, тот голкипер Тоттенхэма, ты говоришь, что его, ну вот прям ты стоишь в 3 метрах от него, да, вот как болельщик, и говоришь, твоя прическа не уходит, ну или что там, обычно кричишь ему прям вот так вот. Это же прекрасно, то есть это вот он это чувствует, ты это чувствуешь. Полное взаимодействие. Вот, взаимодействие всего этого, а у нас, получается, знаешь, вот ты
Это как Amazon какой-то, ты там заказываешь доставку своей кричалки туда до своего футболиста, еще ждешь, там Почта России ее доставляет там. Слушай, Вот они к Ньюпорту и привезли там. На самом деле там за воротами, кажется, пространство есть. Ну тут Де Брюйне, что ли? Подожди. Кевин Де Брюйне, короче, Смотри, там видишь, подрабатывает там видишь, какое на поле за полставки. воротами. За воротами какое поле. Так что не совсем крутое поле. Ну там мини-футбол, знаешь, как у нас бывает сейчас тоже. Короче, ставки, 8 тысяч мест на стадионе. Вот. Но самое интересное, Ман-Сити, когда приезжал сюда полгода назад, потом игрок Ман-Сити, Фоден, он плевался, говорил, что это самое дерьмовое место, где он вообще играл. Видимо... Где он заиграл в Ман-Сити, как он может так говорить? Видимо... Смотри. Блять, Форнальс. Ну а здесь, ну чего? Ну даже старый Емельяненко не падал таких, блядь, тычков. Блять, даже старый Емельяненко ударил бы в воду. Push me, and then just Здесь touch что было, me. я к тому, что ну не забил, понятно, а дальше чего? Ну что такое-то? Ну ты... Ну, борьба обычно. Чё ты, блядь, в московское метро, что ли, не ездил ни разу? Тайм закончился. Всё. Отлично. То, что мы забили гол, это уже большое дело. 1-0 to the Cockney boys, 1-0 to the Cockney boys, 1-0 to the Cockney boys, 1-0 to the Cockney boys. Увидимся, ребята, во втором тайме, а сейчас пытаемся записать следующий выпуск для вас. Так как нас YouTube заблочил в онлайне, о чем нам еще сегодня с тобой поговорить? Ребят, мы не пытались дрочить на онлайн. Мы как не пытались, но... Дрочить. Все это за пикается. Прыгать будем? Или дрочить друг другу? Да. Суть не в этом. Мы хотим обсудить сегодня фэнтези, и причем не просто фэнтези, а лично нашу группу Common New Fantasy. Начинаем с того, что первый, господа, человек из Харькова. Место, где родился. Друг Да. Это что, боже мой, я что-то новое каждый раз буду узнавать от тебя, да? Я родился в Я, Харькове. кстати, не знал. Я очень хорошо отношусь к украинцам, хорошо мыслящим, понимающим украинцам, мы братья. Это не забывать никогда. Кирюха Савченко. Я вот прямо сейчас открываю видео, вы на посте, разумеется, будете видеть эту картинку, но так из-за того, что у нас технические Ну, он сложности... на первом месте, потому что он в первом туре содрал кучу очков. У него использован wildcard уже. Во-первых. И Да. трипл кэптон в первом туре на Стерлинга, старина. Ты Вообще, Стерлинга чувак, использовал ты на просто первом матче гениально. Он там против трик нас. сделал. Не, ну реально гениально, да, он трехал и панул. Абсолютно. Что вот, давай я тогда скажу первое, что я вижу, что бы я изменил. Два игрока Вест Хэма это слишком для фэнтези. Это 0,5 максимум игрока Вест Хэм должен быть в твоей команде. Ну, 2-3, тут 3 игрока, я не увидел Не, ну, сразу. подожди, ну во-первых, я, кстати, дам фору Кирюхе, потому что он красава. Это... нет, 3 это Барнс, ты Барнс. Да какой Фабианский, Диоп и Филиппе. Фабьяныч не в Клареттон Блю, я просто... Да, я тоже не признал сразу, да. Фабьянский, ну, так себе, любая защита, лично, ну, в моем понимании, Вест Хэма, ну, господа, ну это жесть. Кирюх, вопрос. Ну, зачем на третий тур расстановка 4-4-2, когда у тебя на скамейке Пуки, который еще один значок, потому что... Не, причем Пуки последний. Меняешь Пуки... Пропукал. Меняешь Пуки на Диопа или Халебаса, и все, и ты в шоколаде просто... Не, смотри, насколько я понимаю, что у него Дуглас из Виллы, который неплохо себя до этого проявлял, он тоже его забенчил. Ну, неважно, 4 защитника, мне кажется, это как бы, это пиздец. Вот. Я бы точно сказал, что Диоп, он прекрасен. Как он почищал с Уотфордом, это просто прекрасно. Но Слушай, Диоп наш лучший защитник. это не игрок фэнтези. За то, что Конечно. ты офигенно, тебе ни в жизни, ни в фэнтези никто... Кирюх, это тебе надо в фэнтези Бундеслиги, там всякие эти учитываются отборы и перехваты. Халебусу, по-моему, скоро исполнится 49, если я не ошибаюсь. Он бегает слева в защите. Он, конечно, лучше, чем Гретл по-прежнему. Мне вообще показалось, что он по флангу бегал, когда мы играли с Уотфордом. И я узнал, что
что он грек, кстати. Я думал даже, что он испанец, оказалось, что он грек. Ну так, по крайней мере, сказал. Ты бы узнал, что он грек, когда ты ел салат греческий, да? Вот, ну, еще было бы хуже. И там кусок хлебоса, бля. Не, я бы закусывал хлебосом в хлеб. Кусок, да. Ладно. You're such a fucking Lamb. I love it. You're such a fucking Lamb. I love it. Ласкелос, не понимаю, этот игрок был хорош года полтора назад. Я вообще не понимаю, я даже думал, какой-то слово. Защита Ньюкасла. Из Ньюкасла сейчас единственное, кого можно брать, это Жолитон, да, ну, причем с жидами только. Я не понимаю этих имен, о ком он говорит вообще. Нападающий, который, кстати... Я знаю Стерлинг, там, Абамейян. Нападающий Ньюкасла Жолитон. Так. Который забил, собственно, Тоттенхэм. Жидам, да. Да. И суть в том, что они его купили за ту же сумму, за что мы взяли Алера. Только мы, как обычно, чуть-чуть растягивая яички. Да. Они прям прямиком. По $5 в течение 100 лет. Уиллок. Я не знаю, я даже не вижу, кто из какой команды этот Это человек. Арсенал, но в смысле... Нет, ты не видишь, что он поет гей-песни? Все, я увидел Арсенал, да. Вот он, Уиллок. Это Арсенал. Ну вот Мы что, всех подряд будем обсуждать? Мы так Нет, ну смотри, здесь смотри, есть Стерлинг. Слушай, ну Стерлинг вытащил у него Стерлинг, Мане, Абамейянг, Барнс. Обсуждать сложно. Я уверен, что и во втором туре у него Стерлинг был капитаном, я скорее так что это пики. Филипп Андерсон играет у нас, ну как и ты говорил в предсезонке, он играет чуть-чуть оттянутого. Ну я бы вот еще и за те же деньги Ланзини гораздо лучше. Да, абсолютно. Друзья, Ланзини, Форнальс, если раскачается и начнет иметь место в основе, возможно. Пока Ланзини и Алер. Ланзини это must have. А теперь обсуждаем второе место. Который на одно очко всего меньше первого. Второе это место в этом сезоне получилось 74 очка. И это, кстати, мой отчим. Твой отчим? Да. Здесь, ну, разумеется, что-то. Ну, у него хотя бы 3 защитника, уже красавчик. Он уже молодец. Смотри, Люнстрем, который ну сейчас он, конечно, чуть-чуть не вышел. Уилсона, смотри, первым делом посадил в запас. Но первым на выход. Интересно, кого Вася пытался подстраховать. Вот интересно, кто бы мог не выйти. Все должны были выйти. Может быть, Зинченко получается? Не помню, какой ты говоришь. Какой Уилсон? Колумн, вот. Колумн, все. Так как теперь... Я просто таджик, ребят, извините. Молодой пиздюк теперь начал клепать штрафные, теперь фэнтези Уилсон начали называть Колумн, то есть, знаешь, это Кристофор Колумн Уилсон. Такие дела, то есть, ну вот здесь реально выглядит очень хорошо, вот этот состав на перспективу. Нет, Уэсли наконечник. Угадал с Салахом, капитаном, вообще красава. Тросар, Салах и Стерлинг. Кстати, я ставил Салах. Троссар после матча с нами, я просто сразу обратил внимание, мне кажется, это... Я о нем говорил даже до... Да? Я вообще понятия не имел об этом человеке, но меня очень впечатлил в игре с нами. Он же забил нам 2 гола, один просто отменили потом из-за какого-то офсайда, но чувак реально... У меня было зрительское голосование на Первом канале и смс-ками. И Влад просто потратил 2000 рублей, чтобы он проиграл. Перес, почему не выстрелил до сих пор? Вот тоже не понимаю. Который из Ньюкасла. Айоза, который? Да, Айоза. Айоза. Но он хорош, правда, он не он хорош в прошлом году был, насколько я помню. То есть это 30-ки. Единственный вопрос у меня к этому составу, это Келли, это хорошая затычка, это прекрасная затычка за 4, который всегда играет. Он стоил 4, сейчас дошел до 4-1, прекрасно. Баттон это затычка вратарская. Соответственно, Эдерсон будет играть просто постоянно. Главное, что нет ни одной анальной затычки из Арсенала у тебя на скамейке запасных. Вот, это самое главное. Это, знаешь, как завещал Венгер. Да. Кто следующий? Типа того. А здесь, мне кажется, даже обсуждать нечего. Просто прекрасный реальный состав. Я бы только сказал Зинченко. Зачем вернуться Минди? Самое интересное, что без всяких топовых... Минди нет. Нету вообще топовых форвардов у человека. Друзья, кстати, опять же скажу, это не там про Украину ни в коем случае. Он, кстати, в Амкаре играл там, или где он там, у нас же бегал. Зинченко на Здесь дело не в Украине, а просто играл. потому, что каждый раз, когда я смотрю матч Сити, Зинченко, то ощущение, что он боится мяча, он всегда его отдает. И он никогда не обостряет. Поэтому за те деньги, которые он стоит в фэнтези, и учитывая, что вернулся... Минди опять сломался же, да? И кто-то, они кого-то взяли, еще кого-то из Пашку, по-моему, налево. Я не знаю. Ну, суть не в этом. Ну, в общем, Зинченко это единственное, к чему я бы мог прикопаться, но кто такой я. Погнали дальше. Очень похожий состав у Влада на тот, что был у Кучера. Мы так быстро склеились, что предыдущее видео.
Короче, теперь меня Да. по полной. Погнали, я просто молчу. Слово специалист. Ну, я не специалист, но я, насколько вижу, у Влада та же расстановка, что у Кучера, 3-5-2. Не, у Кучера расстановка 2 пассажира, 3 лошади. Еще из общего это 2 ноунейма в нападении каких-то непонятных. Ну, Какой-то. это Колумб Уилсон. Ну, в смысле, нету там условного Кейна там, или там... Адамс, я неважно. поверил в Адамса, господа, я реально в него поверил. Мне он понравился, это тот ублюдок из Бирмингема, ну теперь его будут называть так, это тот ублюдок, который подвел Влада в первых 3 турах. Да, обидно, как бы я тоже на этом попался, Бальбуйна почему-то не выпускается, он у него на скамейке сидит, почему-то не выпускается нашего... А Бальбуйну, кстати, я взял после того, как монтировал. Да, я нет, такой подумал тоже, а он же реально много замыкал. Я сделал оговорку, если он сыграет 30 плюс матчей, но почему-то, не почему-то, а я точно знаю, Пеллегрини посадил его на скамейку, потому что у Банана, у Акбоны левая нога очень хорошо развита, вот, и как бы левый центральный защитник, правоногий центральный защитник, левоногий У центральный генерала защитник. развит гипофиз, а у Банана левая нога. И Пеллегрини считает, что так как бы легче развивать атаки как бы по левому флангу, но, ребят, самая тупость в том, что я специально следил за Акбоной, он передачи на левый фланг отдает правой ногой чаще всего. Идиот! Вот выпустили. Найдешь к чему еще прицепиться? Ну вот лично я тебе скажу, что Нет. сразу скажу для тех, кто смотрит видео, я продал Бальбуйну и продал Адамса, взял Келли и Пуки. Келли-Пуки, я решил немного повеселиться. Келли-Пуки, он немного не помешает каждому. Ну, как бы... Хочу избавиться от Таки. Аки, мне кажется, отлично. Я смотрел его матч с Ман-Сити, и несмотря на то, что он центрального защитника играет, он очень активно участвует в атаках. И Поэтому его и брал. я бы 3 тебе матча он просто не принес ничего. Ну, Сигурдсен тоже не принес тебе за 3 матча Но ничего. у него хороший календарь, он всегда кросит. Ты видел 3 матча Эвертона первые? Там были 3 ноунейма. Даже ни одного, я монтировал 2 выпуска. Короче, ребят, Эвертон сыграл 3 матча с какими-то ноунеймами, ну, середняками. Забил за 3 матча 1 мяч. Сейчас 3 команды на нас просто обиделись и отписались. Да, 1 мяч Эвертон. Эвертон идет с 4 очками с 1 забитым мячом. Эвертон из команды, которая не пропускала ни одного гола, превратилась в команду, которая забила только 1. Да. Вот что-то вот типа того поражения от Астон Виллы, соответственно. И, соответственно, как бы 2 главные звезды, Сигурдсон и, как это у бразильца, Ришарлисон. У них по 0 ассистов, по 0 голов. Но, ребят, если у вас есть в команде, мне кажется, подождать пару туров еще как бы есть, потому что их должно прорвать обоих. Короче, ждем. Я тоже жду. У меня Дини и Сигурдсон. Ждем, и Уилсон у меня остается, а Адамс идет. А теперь то же самое интересное, господа, не мы это все подстраивали, здесь будет сверху ссылочка на нашу лигу, она открытая, вы можете, по-моему, можете вступать. Ну, короче, она не закрытая, я не помню правила фэнтези, мне кажется, вы можете вступать. А теперь мы разбираем Олега, который только что разносил меня, но он на строчку ниже. На Так, 30 очков. у тебя есть Аки, вот я понял, почему ты его защищал, прям так вот строго защищал Аки. Хорошо, ну я почему-то поверил в него в начале. День, споров нет, все, это чувак, который бегает, приносит, он либо сделает тебе -2, либо сделает плюс 200, то есть это тот чувак, который, ну, которым я являюсь в отношениях со своей девушкой. Наташа, я тебя обожаю, люблю, моя родная. Ребят, Ван Анхельт, это очень круто, 5,5 он стоит. Вместо него можно было взять Эмерсона, который играет сейчас теперь налево у Челси, бегает, включается, бьет поворотом. Ты взял Ван Анхельта. Ребят, Это очень круто. Я первый раз играю в фэнтези, и если бы я немножко как бы за неделю хотя бы до этого начал готовиться, я бы не сделал всех этих ошибок. Во-первых, мне не нужен Эдерсон на воротах за 6 или сколько он там стоит. Мне нужны 2 обычных вратаря по 4,5, которых я буду ротировать в зависимости от календаря. Мне не нужны центральные защитники Бальбуйна и Бали. Зачем я их взял? Я теперь не могу от них избавиться. Вот, это как бы косяки, которые... И еще третий косяк, я не знал, что можно делать расстановки, менять, как бы не делая трансферы. И у меня в первом туре было 2 нападающих, хотя я мог поставить третьим Барнса, который забил 2 гола в первом туре. Я очень много натупил, но это как бы косяки, а теперь Барнса, просто... подожди, Барнс ты имеешь в виду, который... Эшли Барнс, который из Бернли, он уже 4 гола забил. Есть еще Барнс же из Лестера, который полузащитник. Я того, Гол, который расстрелялся. Вот, он 2 забил, потом один в 3 турах подряд забивает. А теперь вещи, которые просто неприятны. У меня Погба и Решфорд в составе, которые в первом туре мне принесли кучу очков, но
Один долбоеб не забил пенальти во втором туре, другой долбоеб не забил пенальти в третьем туре. Я очень расстроен. И последнее расстройство... Я вижу одного самого главного долбоеба, который у тебя капитан. Почему ты его оттягиваешь? Нет, Кейн... Можно я буду говорить картавы, как Агабрабок? Была не проблема Кейна, это Ньюкасл очень круто сыграл, как бы, и все нормально. У меня проблема с Бернардо Силвой, которую я взял из Манчестер Сити, в надежде на то, что он будет, как бы... Но я забыл о том, я точнее не знал о том, что в прошлом году он кучу принес очков в фэнтези, потому что он играл фактически вместо КДБ, Кевина Де Брюйне, в центре поля. А теперь, когда Рыжий вернулся, чувака сместили на правый фланг, а так как они Чубайс! ВФЛ! А так как Ман Сити атакует в основном левыми, насколько я понял, то Бернардо Силва просто стоит в сторонке, как Форнальс наш, и Чубайс смотрит... вернулся, КПРФ теперь только левыми И атакует. Бернардо просто стоит сбоку и смотрит на матч все 90 минут, как они играют. Поэтому я не знаю, теперь надо от него избавляться. Вот. А Рыжий как раз и кучу очков тащит команде. Блин, бро, но я не могу не отметить, что ты говоришь, что я не видел, как он играл в прошлом сезоне, но ты взял Редмонда, которого все почему-то задинамили, и он очень неплохо играл концовку прошлого сезона. Ребят, ты его взял, и он тебе вернул десятку. Вот это интересно. Общая как бы концепция, когда я наконец решил вступить в фэнтези, я был в отпуске в Тунисе, вот сидел около бассейна и думаю, блядь, как мне выбрать команду? Вот. И просто открыл XG прошлого сезона и посмотрел всех тех, кто underperformил, то есть забил меньше, чем показывал по XG. И я решил, что в этом году они должны выстрелить, как бы, и усредниться. И просто на этой основе выбрал себе всю команду. XG это такая футбольный такой клитор условный, который надо потеребить вот так вот. Потеребить, да, такая статистика, то есть, ну, евреи в восторге. Смотри, так как я увидел у тебя, я просто обязан открыть, извините, пожалуйста, фотографию в своем твиттере, и так как у тебя и Погба, и Решфорд, я не могу, вот, это не смешно, сейчас это увидел, да? Это две мисс пенальти, они прекрасны. Они с разницей в 5 дней меня расстроили. Вместо плюс 7 очков по нулю. Подожди, ты же реально, это не у нас нет сценария, кстати, опять же. Ты же знаешь, что их обоих объединяет? Обеих, точнее. Они обе мисс пенальти. Они обе черные, и их обеих трахнет Марк Нобл сегодня ночью. Командерос! А тут два парня хороших начали говорить, как любят своих жен, и тут сразу, типа, это неинтересно, все удаляют. Короче, про Бальбуина. Мы забыли о том, что он играл уже в кубке какого-то говна за Парагвай и... Красный? Просто это? Ну нет, летом какой-то кубок был уже. Да, и он красный получил там на... Неважно, красный, не красный, о том, что у него не было как бы отдыха как такового. Может быть, как бы с этим связано немножко. Ну слушай, у Мане тоже не было отдыха, и он во втором матче там вывел. Ну это вообще роботы играют в Ливерпуле. Да, это нигеры, это отряд нигеров. Нет, я забыл. Нас заплатят за это, нет? Мы же не в Ютубе. А нет, мы потом это интегрируем, неважно. Отряд нигеров, я скажу, как типа черноземки. Что-то как-то Харьковом пахнуло, черноземки. Ну, Харьков на первом месте. Кирюха. Кирюх, как у вас с черноземом там? Не, у них там все очень хорошо. Ну вот. Не, ну я в другом плане чернозем, я к тому, что... Я понял. Сиськи за воротнюк. Короче, как вы знаете, в прошлом году у Ньюпорта очень хороший был поход по Кубку Англии. Они единственная команда из 4-й лиги, которая добралась до 1/8. И они в итоге попали на Ман Сити и отстояли в сухую даже первый тайм, кстати, ребята. Только во втором пропустили 4 гола. Так что они немножко лучше, чем мы даже. Я был хорош секунд 7, а потом посыпался. Да. Так вот, в этом матче играл защитник Ньюпорта, не помню, как его Фрейзер, кажется, его зовут. Фрейзер Фрэнкс, что такое, 28 лет. А через 3 дня после того, как они проиграли Ман Сити, он сыграл еще один матч в своей лиге, они выиграли 4-1. Вечером у чувака поднялась температура, заболело сердце, его отвезли в больницу, выяснилось, что у него там что-то очень большие проблемы с сердцем, и он закончил как бы карьеру, все по рекомендации врачей. Сердечник. И Ньюпорт, команда, придумала такую фишку. В этом сезоне у них есть 3-я форма,
на которой маленьким шрифтом написали имена всех болельщиков, которые скинулись этому чуваку по 50 фунтов на лечение. И они сделали это весной, и, я так понимаю, собрали кучу денег. Перед матчем с Вест Хэмом они закинулись валидолом просто всем, как они сейчас Вот. играют. Нет, реально, об этом даже наш Sports.ru писал, как бы очень крутая история, так как поддержались, так вот бывает. Так что, ребят, следите за своим здоровьем. Ньюпорт вообще отлично провел прошлый сезон, у них были поражения, но дома они были просто стена. Они всего 3 раза проиграли из, сколько там, получается... Ну, 24, соответственно, 46. 23 соперника, 46 23 игры, и из 46. них... Нет, 46 всего, 23 домашних, получается, из них 20 добрый. они не проиграли, только в 3, как бы. И одна из игр, которую они проиграли, была со счетом 0-6. Это было в самом начале, как бы, это очень удивительно. Я полез смотреть, что за Не командой. с Миддлсбро, да? Я думаю, офигеть, 0-6 проиграли дома. Наверное, их обыграл кто-то, кто вышел в 3-й дивизион потом. Смотрю, их обыграла команда, которая заняла последнее место в итоге. Йовил, которая вылетела вообще в нон-лигу. При том, что Йовил до этого матча шел там в лидерах и был по разнице вообще лучший. А после этого просто скатился в такие ебеня, что мне их жалко. Я Нет, чуть не буквально заплакал. ты как бы предаешься утехам, глядя на свое отражение, а потом какая-то бабушка в метро говорит, ну прекратите этим заниматься. И ты скатываешься на... У меня было так же, в 2003 В общем, мне жалко Я это команду. тоже не вырежу, честно, мы это все оставим. У нас же здесь не чеченский монтаж, там где на постпродакшене можно семью вырезать. Там. Слушайте, вот команда Ньюпорт в прошлом году провела очень удачный сезон в плане денег. Они дошли до 1/8 Англии и прочее. Их показывали по телеку, они получили кучу денег. Вот если все собрать, у них там 1 миллион с копейками фунтов. Ну, как бы... Все это не хватит даже на зарплату На Лазини, которая бывшая. Это зарплата Кэрролла за 1 месяц. Это чуваки, которые провели хороший сезон. Так вот, представьте, что происходит с командами, которые вылетают из этой 4-й дивизиона в нон-лигу. Там вообще нищета просто творится, мне их жалко. Не, подожди, мне кажется, Мэтью МакКонахи показывал, что происходит, когда он в эту черную дыру влетал в Интерстелларе. И они там как бы книжками там, они показывают, как в какой угол надо бить пенальти. Я недавно в Фейсбуке видел пост, типа, как люди пишут в Гугле, когда не могут найти фильм, они не помнят название, и пишут, типа, чувак полетел в космос и застрял между шкафами. Брат, братан, братишка, когда меня отпустят, накурили меня спать. Блин, и там по-любому есть так Икея, да? И чувак такой, а у меня там еще и дочь была? Мороженое ела. Хороший фильм, кстати, ребята, Есть смотрите. дело она, бля, Интерстеллар или Интерстеллар. Интерстеллар это неплохо. И сейчас нас смотрит Елагина такой, неплохое зырево, достойная картина, надо глянуть. Ребят, про Интерстеллар. Елагина. Елагин это вообще такая кора. А здесь, кстати, будет Олег, который сегодня не приехал, я понял, с кем он с Елагином. Ребят, обратите внимание, когда вы увидите в следующий раз матч, который комментирует Елагин, слушайте внимательно, и вы услышите эту фразу, что удар в штангу это не удар в створ. Поэтому удара в створ у команды до сих пор не было. Он в каждом матче эту херню говорит. А это футбол, тики-таки, мудатаки, непонятно что, понимаешь? Вот и что, и все это, к чертовой матери. И там внизу субтитры написано, кунилингус не секс, это удар в створ. Как это можно интерпретировать? Ну, в смысле, это, ну хотя да, чисто технически это считается не ударом в створ. Ну да, это не удар, ну об этом говорит в каждом Как матче. это не в створ? Ну, типа, подожди, ну в подбородок тебе чуть-чуть залетело. Это же в створ? Это, ну, Нормально это- можно вырубиться. Это, ну. это в А твой, чем бороться это в твой тоже? створ, да. Да, это мой створ. Не, это мой створ, да? Короче, что еще про Ньюпорт мы знаем? Примерно 30 лет назад они развалились как команда и возродились вновь. Не знаю подробностей, менялось ли название, не менялось, но знаю, что они потом много шлялись по разным стадионам у них. Они долго разъезжали, они не в Уэльсе играли, а еще где-то в какой-то жопе.
Вот. Они валийцы? Они валийцы, Да представляешь? ладно? Да. Вот что ты говорил, что Джинджер же по них все. Да, и, собственно, вот, сейчас дошло. наш рыжий Пеле, А я-то он думал, мы родился... играем с Ньюпортом, я-то начал гуглить эти шрифты Microsoft Word. Я Ариал, думал, не Ньюпорт. Ньюпорт, там Джорджия, там, да, я Тахома. думал, что там, да, там. Тахома. Полужирный. А мы, кажется, не со шрифтом играем. Вот, Да. интересно. Кстати, обязан сказать господам, что Сноди вызван на сборную. Я думаю, То ли в Уэльс, то ли в Шотландию, как сказал Дима. это было смешно, да. В Шотландию, а Шотландия как раз играет с Бельгией и с Россией. Ребят, мы вообще не следим за этим матчем, который смотрим. Но... Не, давай не следим, просто какие-то, знаешь, как пюф, так, знаешь, вот такое ощущение, что два старика играют в пинг-понг. Вот здесь у нас сзади. Но есть ощущение, что нам немного везет. Ляша, я не знаю. Потому что в первом тайме нам могли забивать там пару раз как минимум и не забили. А сейчас мы ведем 2-0. Тихо, заболет. Да. Мы поменяли угол Он съемки, сказал вот тихо, такая, Олежа он сел. сказал тихо, запятая Заболета. Он говорил это Заболете, потому что чувак может рассыпаться просто в какой-то момент. Заботиха, да. Да. Заботишка такая. Заботиха, а Чичарита ты назвал Чихарита. Я ведь подсмотрел твой сценарий, что он от каждого чиха болеет. А это, кстати, не... Хорошая ошибка. Кстати, да. Да. Но этого, кстати, не будет, это просто, сценарий, ты расскажешь, там было 7 строчек, согласись? Там было 7 строчек, я после первого выпуска я перестал Влад, писать сложно. я посмотрел самую последнюю седьмую строчку, и там было написано про Бони, это же Уилфред Бони, Да. который тренировался с Ньюпортом недавно. Вот, я же про это и Что, хотел что, поговорить. расскажи про него, он будет в этой команде играть или что, или он просто тренируется? Короче, он с ними тренировался, у него было дофига фоток, и походу сегодня очень много наших ребят там от West Ham Central, они все писали, что, типа, реально были прикольные опросники из-за того, что, типа, этот засранец нам забивал за Свонси, как, например, Как Лукаку, примерно, да, ушедший, первая ассоциация. Да, вот Лукаку Да, у меня да. тоже. И я Ну, реально просто мечтал, это- что мы его купили, а он ушел в Сити. Да, кажется. Вот, да, вот типа того. Я не знаю, кстати, я же не успел Изгнил. посмотреть стартовые составы. Буни вообще играет, я уже... Да нет, мне кажется. Я вот, тоже не вижу, да, вот какого-то черного пятна на полэкрана, бля. Его нет, да, вот. О, ты глянь, смотри, черные, а тут, опа, белые, ты глянь, что делается, черные, белые. Так почему ты не пошутил про Эбони? Буни, это. И палочка, там, да, Это же твой любимый запрос на Порнхабе. Ну, мою историю браузера провалили. Ну, как... Это мы тоже не вырежем. Я серьезно, это мы не вырежем. Классика, я люблю себя людьми, Да. Нет, суть в том, что я просто прикольно помню историю, когда как раз было отмечалово там, где был Уилфред Бони, когда они были в Свонсе, и там, куда перешел Айо, который, как он, не Джордан, который, нет, Джордан же был в Вилле, Да. А наш по-моему, второй был, залился с нами, да. который у Наш- нас играл, ты имеешь в виду? Андре, да. Андре. Который перешел в Свонси, и понятно, что человек, ну это были те года, когда, да и, боже мой, ничего не поменялось. Это те люди, которые идут, типа, я хочу вас поцеловать, обязательно, ну, вот ты видишь транзакцию, там, 700 миллионов рублей. Вот я хочу, вот этот человек такой говорит, я всегда хотел поиграть в Англии и пожить в Англии. Человек перешел в Свонси, и он как бы не успел загуглить, что Свонси Это не чемпионате Англия. Англии, да, что это Уэльс, типа, ему там наши фанаты как бы в Твиттере пишут, долбоёб, ты переехал в Уэльс. Конечно, ты не в курсе футбола, реально тебя не заходит эта история. То есть человек говорит, я обожаю чемпионат Англии, просто фантастика, я всегда хотел пожить в Англии, а он играет в той команде, которая как бы в Англии. Ну, как бы он, он приехал в Анжи, а играет за Абхазию. Но он решил, если Свонси играет в чемпионате Англии, значит это английский клуб. А оказывается, в Англии играют не только английские клубы, там играют и И соседние. не только клубы еще. Ребят, но... Черви из Тоттенхэма. Вот Андрей Аюни не единственный человек, который допускал такие ошибки. Например, Мухаммед Диаме, он сказал, что уходит из Вест Хэма, чтобы играть в топ-6. Но перепутал чемпионат и играл в топ-6 чемпионшипа дальше.
Вот, Не, он да. имел в виду топ-6 тысяч команд, когда он вообще там сколько... Реально играл за 300 клубов. Он зайдите на трансфер-маркет, Диаме, это человек, который играл за 700 тысяч клубов. Но есть и приятные примеры. Например, любимый вратарь Влада. Но он тоже говорил, что он уходит в топ-6. Он уходит, он сказал, А уходит. нет, он сказал, что он хочет Стоп, играть давай первым скажем, вратарем. про кого мы вообще говорим. Адриан! Адриан, да. Да. Он уходил из Вестхэма, чтобы играть в первом составе в основном. И подписался в То Ливерпуль. есть человек говорит, я хочу играть Основной на состав. воротах, я хочу стоять, Да, я я хочу... хочу стоять. Вот, то есть он как это интервью члена у Дудя прям, он говорит, Да. я хочу стоять, Приходит я Ливерпуль, хочу говорит, чувак, играть. Ливерпуль А в говорит, итоге что получилось? придешь к нам и вторым вратарем? Говорит, да. Но у него был гениальный план. По первому звоночку. Он Не, вы знаете, что-то- бывает такая штучка, когда девушка договаривается, там, если до 40 мы не женимся, а давай там вот этот постраховочный вариант, что-то такое. Мне кажется, ну как, подожди, ну открыто трансферное окно было больше 2 месяцев, и Адриан был свободным агентом 2 месяца. Он висел. То есть реально висел как ссаное приложение на Авито, о каких-то, блядь, тряпках жжёных. И никто их не хотел, а потом, блядь, кто-то накурился и думает, тут я хочу эти жжёные тряпки. На самом деле, Сколько там надо, там, 20 рублей, на да. самом деле удивительно, что его никто не подписал. Это же, ну это, как это англичане, как это слово, баргейн, да? А, Берген. Баргейн, да, это охеренная сделка. Тут бесплатный чувак, тут, который скажет, это с хорошей... Он очень немного созвучен для меня, как с Garbage. Смотри, у нас выходит Ковентри, это, да? 54-й? Это не наш. Нет, сейчас выйдет, там стоял. Джонсон, кстати, у нас играет. Такой косоглазый рыжий, это Ковентри? Или... Я не успел, просто мы пока говорили, я не 54-й успел номер. заметить. Вот он, вот он. А, вот! Ну, нет, подожди, ну это же Калин, ну? Никакой Калин, это не Калин. Калин-то я знаю. Ковентри все-таки, да. Красава. Ну, заебись, что? При 0-2 Что, и... начнем как Маркуша, прям сходу с гола. Английский футбол — это футбол джентльменов, и там человек, который выходит, он знакомится со всеми 20 там, Это как в Дагестане, ты заходишь в комнату, где 20 мужиков, и сказано за это, значит, и он тебе представить должен. На поле выходит сборная Германии и ее капитан Гегель по прозвищу Франт. Они безусловные фавориты. Все внимание прессы приковано к команде и ее проблемам. Посмотрим на их состав. Германия играет по системе 4-2-4. На воротах Лейбниц. В защите Кант, Гегель, Шопенгауэр и Шеллинг. В нападении Шлегель, Витгенштейн, Ницше и Хайдегер. В средней линии Беккенбауэр и Ясперс. Присутствие Беккенбауэра бесспорный сюрприз. А вот и греки, возглавляемые Гераклитом. Посмотрим на состав. Как ожидалось, сильная защитная линия. Платон на воротах, Сократ в нападении. В качестве чистильщика Аристотель. Он в отличной форме. Сюрпризом является участие в матче Архимеда. А вот и судейская бригада. Кунцзи, Конфуций и судьи на линии. Святой Августин и святой Фома Аквинский. Капитаны пожимают друг другу руки. Все готово для начала финального матча. Судья, мистер Конфуций, проверяет песочные часы. Игра началась. Не, а потом все должны встать в строй, выйдет еще... Курбан Битгевич. Не-не-не, до этого. Чеченцы уже выпили за мной. Я не с ним, если что. Кадыров, короче, нормальный мужик, прекрасный человек. Вот, и он выходит и такой, как бы посвящает в рыцаре английский. Настоящего, он говорит, типа, ты до этого был рыцарем? Лыцарем. А сейчас ты, сука, рыцарь. Достает свою шпагу и посвящает это чеченской шпагой в английский Я не рыцарь. понял, как мы от Вестхэма к Кадырову перешли. А вот я, кстати, бы загуглил чеченской шпагой в английский рыцарь. Как думаешь, Что тогда выйдет? в Чеченской республике... Это мы точно вырежем. Как думаешь, в Чеченской республике есть... Есть болельщики Там Вестхэма? уже выпили, да? А ты думаешь, в Дагестане болельщики? Нет, я в Дагестане, ладно, в Чечне, как думаешь, есть болельщики Вестхэма? Давайте обсудим следующий вопрос. У вас в группе есть таблица ненависти. Каким образом идет подсчет? Я слышал про эту таблицу. Как но- Левада-центр, она у меня, кстати, даже здесь сохранена. Нет, я могу ее дать. Интересный вопрос. Просто кто-то заморочился и Окей, посчитал. давайте обсудим. Тебя там не удивило, что там Лейтон Ориент, например? Не, ну, нет, понятно, что там не удивило. Там у ребят, там, по-моему, 3000 болельщиков, и к ним приезжает команда, за которой болеет весь мир, она лучшая команда в мире. Суть в том, что это примерно как переезжает какой-нибудь Теско, где
есть Роберто маленький, то Фальконе. есть Лейтон Ориент это маленький магазин, который продает какие-то там домашние огурцы. В итоге переехал огромный центр, который, ну, буквально как бы, ну, получается, мы реально могли закончить тысячную войну, по сути. Я запомнил только одну фишку из этого исследования, то что, в принципе, Вест Хэм более-менее всем параллелен. То есть не то чтобы... Там только 2 клуба его, кажется, не любят, или один. Не, ну, самое забавное, что мы все узнали об этом, ну, соответственно, и вы тоже от нас, только потому, что кто-то в Твиттере из наших лайкнул милвольскую какую-то тему. Короче, мы все это узнали от Милвола. Я вот честно говорю, ребят, я вот живу на Петровской, жил, точнее, лет 7 назад. Я постоянно на розах Вест Хэма пылял. Да, были господа, вот, White, там, ну, короче, львы эти, Ссаны. Да, ну, ссаны, да, вот эти, как говорится, саней только петушки, типа. Ну, суть не важна, короче, эти господа, которые там пытались там доебаться в метро, типа, хуй там с розой, там, ну, условно, мне Милвол абсолютно по барабану, то есть это по сути как, допустим, человек, который смотрит за чемпионатом России противостояние Торпедо и Локомотива. То есть, ну, ему по барабану, правда, это главный наш райвелри, это Тоттенхэм. Слушай, ну тебе не кажется, что у Тоттенхэма точно такое же отношение к нам, как у нас к Милволу? Типа, фу, какой-то самый Не, Вест Хэм. ну подожди, ну, во-первых, когда ты старший брат, у тебя что-то получилось, или там младший, ну, суть в том, что нет. По крайней мере, они пытаются себя так, они пытаются так вести. Не, они потом уже пытаются говорить, что нам по барабану. Нам понимаешь? по барабану, Потому что, но когда при у тебя этом- 100 лет ничего не получается. При этом огребают ты говоришь, постоянно. Да я не особо и хотел, понимаешь? Да. Это же классика. Не, В любом случае, главное для них все-таки противостояние с Арсеналом, я так понимаю. Север. для Тоттенхэма? Да. Я думал, ты про Ливерпуль. Нет, ну, разумеется, Ливерпуль, нет. понятно. Тоттенхэм, Арсенал, да, это Да. Михайловы, да. Потом у них Челси, и мы там третий, кажется, идем по счету. Вот. Ну, потому что, подожди, ты же писал, что у нас противостояние Восточного Лондона, это Даггенхем, Лейтон Ориент. Это не я писал, но да. Даггенхем, Ну, по сути, да, Ориент, Милвол. мы не виноваты, что никто не приходит. Но хотя, слушай, когда за все наши слова я буду получать по ебанечку, это будет клевый кликбейт, кстати, да? Мне кажется. Так, смотрит, в защиту ушел, смотри. И обосрался. Обрати внимание, что Санчес опять вернул себе старую прическу с паучьим гнездом. Тина Тернер. Да. Ты помнишь, ты смотрел фильм? Нет. Да, он вот это, с Кевином Костнером он сейчас должен целоваться прям вот резко. Прям вот. Еще в эту дорожку с кокаином такой резко должен Это про забегать. Вегас, Hangover, как называется по-русски? Ну, Мальчишник в Вегасе, у него тоже было паучье гнездо, только вот здесь. И он его член перепутал с грибом шейтаки тогда, очень смешно. который вот Паучье такой- Собственно, матч очень скучный, ребята. Не, вот серьезно, бро, как думаешь, вот реально Ман-Сити, когда смотрит матч с Вест Хэмом, они так же сидят? То есть, не, ну, разумеется, все круто, я в восторге от того, что мы... Не, если бы мы настроили всю аппаратуру и все бы работало, я бы сидел, прям получал удовольствие, ну, правда, я прям вникал бы... Мы бы за час прям, вот прям раскладочки, посмотрели, кто играет, все прям помассировали. Ладно, ну куда без Ты видел этого? это? Western Крестовина. Style. Странная штука у них, где имя написано на футболке игроков. У черных почему-то имя написано. Я тоже У них, слышал. Извинись перед человеком. А? За что? Сам знаешь за что. Во-первых, за российские выкрики. Я же ирландец. Расизм — часть нашей культуры. Как хуюшка здесь нарисованная. Как будто этот, Росатом. У них спонсор Росатом. Они в ЧГК такие. А как пройти до нескучного сада? А говорят, типа, вот там вот. Они на Вест Хэм вышли, 11 человек там за запаску такие начали. Ой, смотри, 86 касаний мяча. Не, ну, блин, меня безумно радует ротация, которая у нас есть. То есть у нас есть вот Да. даже Наконец. Форналь сейчас на скамейке. Блин. Первый кстати, сезон, ребят, когда у нас... Ребят, напишите, что с Антохой. Я прям все буду пересматривать, монтировать, что с Антохой. Как, ВКонтакте Кто-то бы там написал где- тебе он. Не, ну ВКонтакте там написал. На этот, 3 блядь, недели порвал который, сухожилие. который, да, я этого пидора видел, там, в Химках, блядь, членами деревянными торговал. Знаете что, почему бы вам не спросить собственное Министерство обороны? Этого пидора в Химках видал. Вы ошибаетесь, это не я. Деревянными членами торгует. Че его слушает, он там напишет тебе, там, да, он говорит, лечащий врач, он там скажет. Не, к тому, что только Антоха, вот, ну, по сути, получается, Форнальс, если Антоха жив, Форнальс в состав основной не попадает.
Ермолов тоже должен с банки начинать. Вот текущий Антоха вызывал, но теперь тоже. Антохи нет, поэтому... Аити, я вот не успел сегодня посмотреть матч, поэтому я не могу судить прям вот. Ну, я вот сегодня Аити сейчас не видел. Паетти, к сожалению, мало чем отличился, ну, точнее, ничем не отличился. Джерал, почему, кстати, не поставили Кардосу ЦПшника? Пелегрини сказал недавно, что его спросили про Аити, он сказал, что Аити выйдет, а спросили по Кардосу, он сказал, что чувак, пока еще надо набраться опыта, слишком молод. Ну, короче, я видел, посмотрел, наверное, отправил его на дачу картошку копать, да, говорит, да, в нашу команду 21 года. Откопаешь больше 30 килограмм, будешь заявку. Мне кажется, что если сразу человек не попал, как в состав, то у него шансов уже немного. А вдруг не яблоки, а как в славных парнях? В Goodfellas. Goodfellas? Да, он отправил эту мертвую шлюху отвозить туда, в Копытню. И говорит, отвезешь, попадешь в заявку. И что я получу тогда? Мое личное. Ну так ощущение, что гранат прессует мандарин. Я иногда не понимаю, как он шутит и что он говорит. Я реально, ну, вообще, где? Я Ну! Ну! Я не сразу. Да дожми ты! А, нет, это давай, Заба! Хорош! Давай, Заба! Давай! Coventry! Блин, Заба такой мелок, он всегда под удар отдает. Иногда это так лишнее бывает. Зачем? Ну сам щелкни, ну был момент. Давай. Пас на Роберта! Пас на вратаря! В оборону, ну смысл? По-бастемовски, давай. Да ударь ты поворотом, уже осталось 15 секунд. Давай, мелкий. Рыжий, бей! Не, Coventry решил по XG себе набить пасы, короче, да? У него 2 успешных паса уже было. Watch them till I die! I watch them till I die! I know I am, I sure I am, I watch them till I die! Watch them till I die! I watch them till I die! I know I am, I sure I am, I watch them till I die! 2-0 to the Cockney boys, 2-0 to the Cockney boys, 2-0, 2-0 Cockney boys, 2-0 to the Cockney boys. Друзья, всех с победой! Кто смотрел Одноглазый Руперт, кто там, кто строил? Свобода Дэвис. Ребят, в этот раз опять не получилось стрима. Каждый раз какие-то чудеса. Кто-то с неба радугой шлет нам какие-то непонятные вещи. Ну не получилось. Мы старались, вы видели, мы делали это в Инстаграме, я это смонтирую в новом выпуске. Все это будет, мы все увидим, но извините. Стрим матча с канарейками, но он должен быть. Мы сделаем все, мы переедем из моей квартиры, серьезно, прям. Я живу в Мытищах, мы переедем куда-нибудь в центр, где Wi-Fi ловит хорошо, где YouTube более снисходителен к людям. Мы переедем и сделаем все, господа. Матч перед канарейками. Нас, я не знаю, нас все равно не показывают в баре. Мы будем смотреть в квартире, но будет прематч, будет полный стрим. Будем отвечать на ваши вопросы. У меня полный рот слюны. Очень много всего хочется сказать. Ребята, суббота. Come on, you are eyes!